Доброго времени, дорогие друзья! Добро пожаловать в мое пространство. Сегодня у нас с вами урок по восточной философии. Мне бы хотелось рассмотреть несколько базовых концептов восточной философии, на которых, в принципе, можно сказать, что строится все остальное. Если вы их поймете, если вас интересует эта тема, если вас интересует Восток, я надеюсь, вам будет проще понимать, почему они такие, почему это так работает, и чем бы вы ни занимались, будь то тайцзи, цигун, или боевые искусства, или медицина, или даже вопросы еды, да, в медицине, у них есть определенная база. Также, я могу сказать, что это видео, оно немножечко для новичков, потому что многие из вас, конечно же, знают, что такое инь, ян, увей, усин и так далее. Но кто-то не знает, а кто-то что-то где-то типа слышал, но нет конкретной системы. И мне бы хотелось дать вступление в эту систему. Я постараюсь сделать это просто. Получится у меня это или нет, посмотрим, это скажете вы, понятно ли это было или нет. Итак, давайте начнем сразу и дальше будем это дело развивать. В Дао Дэ Цзин есть такая, я не помню ее дословно, но есть такая фраза, что Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а 3 рождает всю тьму вещей или 10 тысяч вещей, да, то есть, все сущее. Мы не будем сейчас входить в вопрос того, что такое дао. На тему дао можно сделать отдельное видео. Но мы рассмотрим, что как бы нечто, назовем это так, это нечто, оно рождает изначальную природу, и эта изначальная природа рождает два. Два – это инь и ян. Вот здесь мне бы хотелось остановиться сразу, да, то есть что такое инь и ян, и давайте попробуем это сделать просто. То есть инь и ян – это противоположности, это философский концепт противоположностей. И китайцы, индусы, кто угодно с Востока, они могут вечно искать эти противоположности. Они там могут вам сказать мужское и женское, день и ночь, расширение и сжатие, черный и белый. Кстати, он не черный и белый, просто как бы, взятый именно черный и белый, именно как противоположности. Вы можете их сделать как красный и синий, да, есть кто рисует это так. Но вот у нас есть идея инь и ян. И на ней, там, допустим, холод-жар, очень часто в медицине, в той же самой, традиционной имеется в виду, используется этот концепт. То есть слишком много жара или слишком много холода. Да? И, соответственно, мы смотрим, чего не хватает, а чего в избытке. Когда мы начинаем смотреть на мир этими глазами, открывается еще одна его сторона, где мы ищем эти противоположности. Инь и ян внутри себя имеют, если вы помните монаду, да, инь-яна, одна белая, другая черная, но в черном есть белая точечка, а в белом есть черная точечка. Это тоже философский, то есть это графическое изображение целого мира философского концепта, которым уже много тысяч лет живет весь Восток и воспринимает весь мир так. Почему в одном есть другое, тоже можно долго очень разговаривать. Но дело в том, что как раз допустим, в черном есть белое. И как раз вот это белое, оно тянется к своему увеличению. То есть оно тянется, оно притягивает другое белое. А вот это черное, оно тянется к другому. То есть это вопрос притяжения. Однако первый концепт – это инь и ян. Это противоположности. Это вот, можно сказать, вот то, что одно родило два. Эти два приходят во взаимодействие. Тогда собирается монада инь и ян.
Исторически она до нас дошла в 2D, скажем так, да, в двух измерениях. Но на самом деле это шарик, который крутится. То есть идет определенное притяжение положительного и отрицательного полюсов, которые, притягиваясь, начинают движение. Это движение – это сила. Это движение – это сила притяжения. Это движение – это жизнь. И считается, что когда есть движение, есть жизнь. Если эта сила притяжения инь и ян между собой по какой-то причине исчезает, эта монада крутящаяся, она останавливается, происходит распад. То есть происходит не жизнь или смерть этой формы. Так вот, эта крутящаяся монада называется тайцзи. Тайцзи – это не только боевое искусство и оздоровительная методика. Тайцзи – это вот как раз оно. А почему? Ну, потому что те, кто занимается тайцзи, они понимают, что оно, вся эта история тайцзи, она базируется на расширении и сжатии, на дыхании, да, то есть расширяем и сжимаем легкие в какой-то мере, на расширении и сжатии движений, и в техниках и практиках тайцзи ищется этот баланс. А когда мы находим этот идеальный баланс, когда тайцзи работает полностью, мы можем сказать, что человек силен, крепок, молод и здоров. А, соответственно, он счастлив, богат и так далее. То есть у нас первый концепт – это инь-ян, второй – это тайцзи. Тайцзи – это слияние и взаимодействие этого инь-яна в данный момент. В данный момент и на протяжении какого-то промежутка времени. Okay? Просто я хотела это объяснить, потому что вот это вот уже знают не все. Инь-ян знают многие, а вот тайцзи пока знают не все. И на этой базе мы можем это делать вечно. Окей? То есть, что такое тайцзи? Тайцзи – это взаимодействие между людьми. Тайцзи – это притяжение между двумя людьми. Тайцзи, причем не обязательно противоположных полов, да? А тайцзи – это день и ночь. Тайцзи – это танец природы. Тайцзи – это лето и зима, осень и весна, и так далее, и так далее, и так далее. И оттуда вся романтика, вся поэзия, потому что это определенный концепт танца жизни. Можно сказать, что да, тайцзи – это танец жизни, согласно даосской философии. Любая ситуация имеет больше инь или больше ян. Любой элемент имеет больше инь или больше ян, и они взаимодействуют друг с другом. Далее существует другая концепция, которая еще менее знакома, она также знакома, но там есть очень много пробелов, потому что она тоже сложна, и, возможно, я сделаю отдельное видео на эту тему, а может быть даже и не одно, если тема интересна. Но точно так же, как есть инь, ян и их реакция, скажем так, их действие, есть еще, как бы можно сказать, что эта штука, этот танец, он порождает 5 элементов или 5 энергий или 5 сил. У син это 5 элементов, также 5 энергий. Да? Система УСИН, она прекрасно совершенно используется в оздоровительных практиках, в любых практиках боевых искусств, даже в питании, как я раньше сказала, то есть они говорят, там, нужно больше дерева или нужно больше металла. На это уже есть определенные элементы, больше воды, больше картошки, я не знаю. То есть это целое искусство, глубокое и долгое. Но я хотела дать общий обзор 5 элементов, то есть восточный народ делит все происходящее, все явления космоса на черное-белое, да, на инь и ян, не надо черно-белое, давайте на инь и ян, а также на их проявление в 5 элементах. И 5 элементов, когда они взаимодействуют
друг с другом в гармонии, у нас все хорошо. Когда есть дисгармония, ну, что-то становится плохо. Итак, 5 элементов. Это элемент воды, это элемент дерева, элемент огня, элемент земли и элемент металла. И получается такая вот пятиконечная звезда. У них есть определенное взаимодействие, противоположное, по часовой стрелке, против часовой стрелки. С этим тоже очень много играют, потому что считается, что откуда бы ты ни начал, то есть это определенный круг, откуда бы ты ни начал, один элемент производит другой. И когда один элемент производит другой, происходит круг и танец тайцзи, происходит жизнь. В структуре человека, физической, энергетической, в структуре его в моменте, есть больше одного или другого элемента. И эта пропорциональное соотношение этих элементов, оно индивидуально. То есть это не, если бы мы это разделили, допустим, на граммы, да, нельзя сказать, что 10 граммов одного, 10 граммов другого, 10 граммов третьего. Нет. Конституция каждого из нас, она разная. В каждой ситуации также присутствуют элементы, в каждом пейзаже. Вот вся восточная классика, даже изобразительных искусств, она не от балды. Там всегда присутствует инь, там всегда присутствует ян, там всегда присутствует пространство. Поэтому вот почему, да, мы любим такие вот, ну, мы, кто-то любит, я люблю картинки дзен, да, потому что там есть много пространства для этого танца тайцзи. То есть это не то, что китаец, я извиняюсь, перепился, да, в каком-то 15 веке и нарисовал одну ветку и сказал, все, остальное я дорисую завтра. Нет, все это сделано с определенной символикой, с определенной философией, с определенным взглядом на жизнь. Они этим живут, они этим дышат, они это знают. И это в порядке вещей. Соответственно, количество этих элементов в каждом из нас, оно разное. И вся игра находится в том, чтобы найти именно этот идеальный баланс и иньяна, и этих 5 элементов в нашей жизни, как в физическом, так и в энергетическом, эмоциональном, интеллектуальном, духовном, во всех планах. И когда мы его находим, это не статично, это не значит, что мы его нашли и все, и сидим на нем, да, потому что жизнь, она льется, жизнь – это река, жизнь – это постоянное действие, но если мы его нашли, мы знаем, как к нему всегда вернуться, если мы его потеряли. И в этом заключается большинство всех практик, которые мы используем в даосизме. Всех практик, которые используются в очень многих восточных течениях и во всей восточной философии. То есть мы ищем гармонию, мы ищем баланс. И когда мы нашли этот баланс, мы стараемся его запомнить, расширить, увеличить. А если мы из него вылетели, как можно скорее в него вернуться и жить в этом светлом, гармоничном потоке. Я надеюсь, это было интересно. Я постаралась это сделать быстро и просто, но я могу часами на эту тему разговаривать. А идея все-таки о видео на YouTube. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Я постараюсь дать картинки, какие-то изображения, но если нет, вы всегда можете загуглить тайцзи. Вы можете загуглить У-син или 5 элементов. По-русски это пишется У-син. Вот как звучит У-син. В каждом из них, в каждом элементе есть свой инь и свой ян. То есть есть ян дерево и инь дерево, ян огонь и инь огонь, ян вода и инь вода. На этом также строится и фэншуй, на этом строится и бадзи. На этом как бы вот вообще, ну вот во что бы вы ни сунулись, если это идет с востока, вы увидите, что за этим стоит именно эта база и система. 5 первоэлементов и 2 противоположностей. А на тему противоположностей, на тему тайцзи, я также хотела сказать одну маленькую вещь. Не все со мной будут согласны, но есть очень многие, которые со мной согласны. Мы разговаривали не с одним очень, ну, как это сказать, очень продвинутыми людьми. И
Вот идея борьбы противоположностей инь и ян, она немножечко ошибочна. Это не танец борьбы, это не танец войны. Можно его интерпретировать и смотреть на него со стороны борьбы, да, но оно ограничено, куца, и есть вещи, когда ты дальше копаешь, которые не отвечают этой схеме. Танец тайцзи, танец противоположности инь-ян — это танец притяжения, а совсем не войны. Когда она находится в гармонии, это не то, что она находится в гармонии, потому что никто из них не может победить, а потому что они сами стремятся слиться один с другим, и из этого слияния они начинают крутиться и вырабатывается огромное количество энергии. Это просто такая маленькая философская отметочка, да, то есть забудьте про черное и белое, как две воюющие враждебные стороны. Совсем наоборот. То есть как раз именно в каждой из них заключено ее противоположное. В каких-то местах, да, можно рассматривать это как борьба, но скорее это не война, дорогие мои, а это любовь. А любовь, она, собственно, и творит нашу Вселенную. Не было бы любви, не было бы ничего. Или что-то совсем другое. Но точно совершенно не было бы нас с вами. Если вам это было интересно, я жду ваших лайков, вопросов и подписок. И мы будем дальше рассматривать эти темы. Это чистая философия. Она может быть расплывчата, но это очень интересно, глубоко. И самое главное, мне хотелось просто дать эти базы, чтобы вы их знали. Потому что когда вы их понимаете, вы понимаете, как это работает. Вы понимаете, как построена музыка Востока, медицина Востока, еда Востока, праздничные дни и дни отдыха, где есть баланс, где есть дисбаланс. И вы входите в определенный мир, который немножко другой, который глубже и который очень-очень интересный. Я желаю вам всего самого доброго и самого гармоничного пути. Всего вам доброго, друзья!